Мало кто знает, что учителем французского языка Джорджа Оруэлла, автора великого романа «1984», был сам Олдос Хаксли, автор не менее великого романа «О, дивный новый мир». В 1917 году в Итоне Олдос Хаксли преподавал Эрику Блэру, которого мир позже узнает под псевдонимом Джордж Оруэлл. Спустя десятилетия, в октябре 1949 учитель пишет своему бывшему студенту письмо, которое сегодня читается как самый пугающий прогноз нашего времени. Это был не просто обмен любезностями двух литераторов, а столкновение двух концепций несвободы. Власти через страх и власти через удовольствие. Чья антиутопия оказалась ближе к реальности, в которой мы живем сегодня? Авторов антиутопии в первую очередь интересуют вопросы. Может ли человеческая природа быть изменена до такой степени, что человек забудет о своих правах на свободу, волеизъявление и достоинство? Может ли человек забыть о том, что он человек? В мировом государстве Хаксли подчинение людей достигается с помощью наркотика, приносящего эйфорию по расписанию и возможности доступа к легкодоступному сексу. Океания Оруэлла держит под контролем людей с помощью страха, благодаря неусыпному надзору и угрозе войны. Дословный текст письма Олдоса Хаксли. Райтвуд, Калифорния. 21 октября 1949 года. Дорогой мистер Оруэлл, с вашей стороны было очень мило попросить издателей отправить мне экземпляр вашей книги. Я его получил, когда занимался работой, требовавшей обширного чтения и консультации с дополнительными материалами. И поскольку плохое зрение заставляет ограничивать читательский рацион, мне пришлось отложить книгу на долгое время, прежде чем я погрузился в 1984. Соглашаясь со всеми критиками, писавшими о ней, должен еще раз сказать, насколько хороша и очень важна эта книга. Позволите ли сказать вместо этого о вещи, которую книга описывает, идеальной революции? Первые признаки философии идеальной революции. Революция, лежащая за пределами политики и экономики и нацеленная на полнейший переворот индивидуальной психологии и физиологии. Как можно видеть у маркиза де Сада, считавшего себя продолжателем и завершителем дела Робеспьера и Бабефа. Философия правящего меньшинства в 1984 — это садизм, доведенный до логического конца, выходящий за границы пола или отрицающий их. Может ли на самом деле политика сапога, стоящего на лице, продолжаться бесконечно, кажется сомнительным? Я считаю, что правящая олигархия найдет менее сложные и затратные способы правления и удовлетворения своей жажды власти, и эти методы будут напоминать описанные мной в аудивном новом мире. Недавно мне довелось заглянуть в историю животного магнетизма и гипнотизма, и меня поразило, что мир на протяжении 150 лет отказывался воспринимать серьезно открытия Месмера, Брейда, Эсдейла и остальных. Отчасти из превалирующего материализма, отчасти из превалирующего благоприличия, философы XIX века и ученые не хотели разбираться со странными фактами психологии для практичных людей, вроде политиков, солдат и полицейских, чтобы применять их для правительства. Благодаря добровольному невежеству наших отцов наступление идеальной революции было отложено на 5 или 6 поколений. Еще одной счастливой случайностью была неспособность Фрейда успешно гипнотизировать и его последующее пренебрежение к гипнозу. Это отложило общее применение гипнотизма в психиатрии как минимум на 40 лет. Но теперь психоанализ комбинируется с гипнозом, и гипноз стал куда проще и глубже за счет использования барбитуратов, которые стимулируют гипнотическое и внушаемое состояние даже у наиболее устойчивых людей. Я считаю, что в пределах следующего поколения мировые правители откроют, что адаптация детей и наркогипноз куда эффективней в качестве инструментов правительства, чем дубинки и тюрьмы, а подталкивание людей к тому, чтобы они любили свое рабство, может удовлетворить их жажду власти так же полно, как и пинки, ведущие людей к подчинению.
Другими словами, мне кажется, что 1984 станет кошмаром в мире, больше напоминающим то, что я представлял в «О дивном новом мире». Перемены наступят как результат ощущения нарастающей необходимости эффективности. Тем временем, разумеется, могут начать биологические и ядерные войны большего масштаба. В коем случае у нас будут кошмары другого, вряд ли представимого типа. Еще раз благодарю за книгу. Искренне ваш, Олдос Хаксли. Прошло более 70 лет, но спор Хаксли и Оруэлла так и не разрешен. Мы все еще балансируем между сапогом на лице и наркозом эйфории, между тотальным надзором и добровольным отказом от человечности ради комфорта. А какой из этих прогнозов кажется вам более точным в современных реалиях? «Кошмар Океании» или «Дивный новый мир» Хаксли? Поделитесь своим мнением в комментариях. Для нас важна ваша точка зрения. Если этот интеллектуальный диалог заставил вас задуматься, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мы регулярно разбираем смыслы, которые меняют восприятие истории и литературы. Не пропустите следующее погружение в мир больших идей. Ваша поддержка помогает нам создавать контент для тех, кто привык думать самостоятельно.